Всем привет, с вами снова Алина, и я просто безумно рада говорить эту фразу первый раз в этом году, потому что соскучилась по своему любимому каналу. И сегодня такое, тем более, знаковое событие, как вы уже догадались из названия ролика, мы с вами поговорим про наряды на красной ковровой дорожке Золотого глобуса 2020 года. Эта премия прошла, буквально, можно сказать, считанные часы назад. Я сейчас снимаю для вас это видео, чтобы побыстрее поделиться своими впечатлениями по поводу образов, которые выбрали звезды. Собственно, давайте не будет долгих предисловий и побыстрее приступим к разбору того, что же в этом году знаменитости выбрали для этой премии. На самом деле «Золотой глобус» — это одно из важнейших мероприятий вообще во всей индустрии кино, и можно сказать, что даже некоторые люди называют это репетицией перед Оскаром. Можно сказать так, если мы говорим с вами про награды и номинации, потому что, бывает так часто, что действительно дублируются победители, но нас с вами интересуют не победители, про это вы можете, в принципе, почитать в интернете, кто забрал главные награды. Сегодня мы с вами поговорим, кто забрал сердца стилистов, потому что образов было очень много, более 155, мне кажется, я видела фотографии разных знаменитостей, и это очень-очень много. Я поняла, что видео будет длиться, мне кажется, не один час, если мы будем обсуждать все 155 нарядов, и поэтому я решила сделать для вас такую подборку самых интересных, самых лучших и таких, давайте назвать их немножко сомнительными нарядами. То есть мы будем либо соглашаться с модными критиками, либо нет. Хотя, опять же, на этом канале вещаю только я, поэтому вы со мной либо соглашаетесь, либо нет, можете все писать в комментарии. И давайте приступим. Первая знаменитость, которая попала в рейтинг самых стильно одетых знаменитостей этой премии, это Керри Вашингтон. Я не могу сказать, что образ, который выбрала Керри, был моим любимым. Когда я просматривала первый раз все образы церемоний, я вначале подумала такая: боже, Керри, для чего ты это надела? Это как-то, не по «Золотой глобус», не в стиле этой премии, но я не могу назвать это прям самым провальным образом этой премии, но и включать его в самый смак и самый красивый нет. То, что это смело, да. То, что это стильно, да. В принципе, придраться объективно не к чему, потому что тут полная гармония макияжа, укладки и образа. Поэтому, в принципе, закономерно, почему модные стилисты и включили Керри в этот список. И, кстати, есть такая общая тенденция, их вообще несколько на этом «Золотом глобусе», по ним можно проследить тенденции, которые будут главенствовать в следующих сезонах, потому что самые топовые визажисты и стилисты работают со знаменитостями. И на самом деле меня очень приятно удивило, что в этом году не было, знаете, каких-то очень сложных образов. Если мы с вами говорим про макияж, про укладку, все очень просто, все лаконично, либо что-то нейтральное, либо, максимум какой-то акцент на губы. И мне это действительно нравится, что нет каких-то там невероятно сложных конструкций на голове, что от этого уже полностью отошли. Далее у нас с вами, собственно, Кейт Бланшетт. Она все время, каждый раз, когда появляется на красных ковровых дорожках, входит в список самых стильно одетых знаменитостей, причем не всегда объективно. То есть я заметила, что западные стилисты, а мы сейчас с вами говорим как раз-таки про подборки западных стилистов, они ее очень сильно любят, и даже если Кейт выбирает что-то объективно некрасивое, они все равно ее включают в этот список. Сегодня я с ними соглашусь, потому что это лимонное платье, оно ее очень украшает, она смотрится свежо, ярко, интересно, но при этом это не выглядит так, как будто бы она специально старается кого-то эпатировать. Нет, просто очень оригинальное, интересное платье, и гамма, конечно, ей безумно подходит. Конечно же, Скарлетт Йоханссон. Стилисты назвали это самым таким, знаете, голливудским образом, то есть Скарлетт отождествляла собой термин Голливуд. Когда мы представляем красную ковровую дорожку, стилисты предполагают, что мы представляем Скарлетт Йоханссон. Мне этот наряд в принципе нравится, но мне немножко, честно, не хватает объема именно в этой укладке, потому что именно с таким нарядом чуть-чуть нужно объема. То есть получается такой дисбаланс нижней части, точнее шлейфа, который довольно объемный, и такой плоский верх. Если бы все ограничивалось платьем, которое идет по силуэту, то да, это бы не так выбивалось. А так, в принципе, да, такой голливудский Голливуд. Еще в рейтинге есть Шарлиз Терон.
И я очень люблю эту актрису. На мой взгляд, она потрясающая красотка, она очень талантливая актриса. Но наряд, который она выбрала в этом году, ну вот он заставил меня очень сильно засомневаться в компетентности ее стилистов, потому что это откровенный провал. И здесь, кстати, тоже такая ситуация, что одни стилисты говорят, что это потрясающий образ, а другие говорят, что это модный провал. И вот кому верить, да никому не верить, просто ориентируйтесь на то, что нравится вам или нет, потому что на самом деле выглядит так, как будто платье не законченное. Вот просто сняли его с манекена и сказали: Шарлиз, срочно надевай, нет времени объяснять. И Шарлиз такая: да, окей, мне придется надевать это платье, и чтобы это как-то смотрелось получше, я буду показывать черный шлейф. Нет, это некрасиво, и более того, этот оттенок зеленого, он абсолютно не подходит Шарлиз, он ее не украшает, он спорит с ее внешностью. Если бы, возможно, это был такой, знаете, изумрудный цвет. Ну вот я не знаю, что могло еще спасти это платье, либо если бы даже оно просто было черное. Забудем, что здесь вообще присутствует зеленый цвет. Если бы это было просто черное платье, смотрелось бы гораздо лучше, а так выглядит незаконченным. Здесь я не соглашусь, что кто-то включает это в список там лучших нарядов, как, собственно, и с образом Гвинет Пэлтроу, но есть определенные «но». Потому что я понимаю, что любому человеку сейчас срочно режет взгляд то, что вот эти вот украшения, они абсолютно не вяжутся с платьем. И я уже много раз рассказывала в других своих роликах о том, что на таких мероприятиях украшения не надеваются просто так, потому что знаменитости сказали: ой, хочу надеть, там, например, это колье от Булгари. Нет, это все часть рекламных кампаний, часть соглашений со стилистами, и звезды получают в том числе и деньги за то, что надевают эти ювелирные украшения, поэтому тут хочешь не хочешь, под свой наряд придется вот, например, колье надевать. И явно это платье не предполагает того, что вы будете надевать что-то на шею, но какие-то обязательства перед брендом, их нужно выполнять, и Гвинет, получается, вот таким вот образом совершает еще и очень роковую ошибку в своем образе. В целом, знаете, довольно смело, потому что Гвинет, в моем понимании, не та актриса, которая привыкла как-то сильно экспериментировать с нарядами. Обычно у нее такой вот Голливуд, а тут она решила как-то модным тенденциям поддаться. Довольно откровенное, по ее меркам так вообще очень откровенное платье. Я не назову его лучшим, но во всяком случае на нем взгляд останавливается, и не хочется отнести его к провальным. То есть, с одной стороны, это платье все-таки такое спорное, но с другой стороны, балл за смелость Гвинет, и в принципе тогда, я думаю, можно оставить его в подборке лучших, но колье, вы же понимаете, это катастрофа. Хотя, вы знаете, мы тут сейчас с вами про моду обсуждаем, а сейчас же самый разгар скидок, потому что сейчас распродажи везде, и в офлайн-магазинах, и в онлайне. Тоже я сейчас вернулась и решила себе кое-чего прикупить. И, кстати, постоянные подписчики моего канала прекрасно знают, что когда я что-то покупаю в интернете, я всегда использую свой самый любимый и проверенный кэшбэк-сервис под названием Мегабонус. Здесь имеется и трекинг посылок, и отслеживание цен на товары, и обзоры, и умная корзина. В ней, кстати, указана динамика цены, и вы можете добавить ссылки на товары и отслеживать на них цену, тем более, что у кэшбэка есть супер удобное расширение, которое просто устанавливается в один клик, и оно сразу в поиске будет вам показывать те сайты, на которых кэшбэк предоставляется. И это очень актуально, так как Мегабонус работает более чем в 2000 магазинах по всему миру, так что вы сможете не просто шопиться, но и возвращать часть потраченных на это денег. Кстати, выводить вы можете от $1,500, и, конечно, купить билеты на самолет, забронировать отель и тоже вернуть часть потраченных на это средств. Так что, если вы до сих пор почему-то не используете Мегабонус, то срочно это исправляйте. Я ссылку на него оставлю в описании. И, кстати, есть еще у меня такой особенный промокод, который даст вам повышенный кэшбэк, но поспешите его активировать, потому что количество активации будет ограничено, и всю информацию я опять же оставлю в описании. Ну а мы с вами возвращаемся к знаменитостям, и далее у нас в этой подборочке Дженнифер Энистон, и она меня немножко удивила, потому что платье, по-моему, это Dior, если я ничего не путаю. Ну вот как-то вот, мне кажется, не очень органично смотрится на Дженнифер, как будто бы она сама не хотела его надевать, знаете, у нее очень много образов, в которых она смотрится не то чтобы органично, такое ощущение, что она в этих нарядах родилась, и вот это вот платье, ну вот оно абсолютно не то, что не в ее стиле, она в нем не органична. Я видела ее проходку в динамике на красной ковровой дорожке, когда смотрела церемонию, и вот нет вот этой энергетики, которая есть у нее с другими нарядами, то есть все-таки, знаете, нужно с платьем немножко срастись, мне кажется, для того, чтобы образ смотрелся прям полностью гармоничным. Собственно, к бьюти-образу нет никаких претензий, потому что здесь Дженнифер стабильно, мне кажется,
последние лет 20, если не больше. У нее всегда одинаковая укладка, одинаковый макияж, и в этом году почему-то очень сильно, прям даже отдельные статьи были, посвященные ее рукам. Типа, боже мой, Дженнифер, что ты делаешь со своими руками, почему они в такой идеальной форме? Не очень понимаю такое повышенное внимание к отдельной части тела какого бы то ни было человека. Далее в списке Приянка Чопра Джонас, и мне до сих пор как-то непривычно произносить ее вторую фамилию, потому что просто привыкла к тому, что ее фамилия Чопра. Но не суть, Приянка тоже в этом году была ответственна за категорию Голливуд на этой премии и выбрала довольно такое спокойное, беспроигрышное платье, голливудская волна, если мы говорим про ее бьюти-образ, хороший такой макияж. Мне единственное кажется, что макияж не соответствует платью, потому что он такой активный. Я знаю, что Приянка в принципе любит такой яркий макияж, но вот губы я бы, наверное, выбрала другого оттенка, возможно, чуть более нейтральный. Это, знаете, такая чистая вкусовщина. И цвет, причем, когда я смотрела первый раз на ее наряд, где она стояла вместе со своим мужем, мне показалось, что цвет ей абсолютно не подходит. Но вот сейчас я, когда смотрю на эту фотографию, понимаю, что мне этот розовый цвет очень на ней нравится, и я даже не представила, что действительно она могла в нем смотреться так органично. Далее Зои Кравиц, и она мне в последнее время прям безумно нравится. Мне вообще нравится вся ее родня, там далее тоже поговорим о ней. И она выбрала довольно такой, знаете, сложный и смелый образ в том плане, если мы говорим не про силуэт. Силуэт, в принципе, вы сами видите, что довольно такой обычный, но здесь сложное решение в плане того, что здесь два типа гороха, здесь мелкий горох наверху и крупный в нижней части, и мне кажется, что это смотрится очень хорошо, хотя я реально сейчас вот прям вообще не переношу горох, не знаю, вот какой-то у меня период, что мне горох не нравится ни в каком исполнении, но вот как же органично и как продуманно все смотрится на Зои, как перекликается с ее сережками, с ее стрижкой. Кстати, да, вот эта вот стрижка Пикси тоже довольно актуальная на этой красной ковровой дорожке, модная тенденция, и мне очень нравится то, что и макияж у нее здесь такой вот с акцентом на губы, очень красиво, но опять же, может, потому что я не объективная и мне нравится Зои Кравиц, но в принципе также все стилисты включают Зои в список самых стильно одетых знаменитостей, в том числе на этой красной ковровой дорожке. Билли Портер. Вот такой вот резкий переход, просто человек, от которого мы всегда ждем экстра, просто сверхвысокой концентрации, и в этот раз он нас тоже не подвел, он был в белом. Он использовал шлейф, как я понимаю, это перья или шерсть, нет, это перья, и он неотразим. Ну, то есть, помните, год назад, когда я снимала про Оскар, когда он появился в смокинге и платье одновременно, я, не очень это оценила, и вообще такая, типа, зачем? И вот с каждой ковровой дорожкой, на которой появляется Билли Портер, и которую я обозреваю, я понимаю, что это просто то, к чему мы с вами должны привыкнуть, и от Билли Портера мы всегда ждем именно таких нарядов. Если бы он появился в обычном каком-нибудь смокинге, я думаю, тогда бы все охренели. А вот такой наряд, это абсолютно в его стиле. И, собственно, даже не буду обсуждать, и поэтому всегда он входит в разряд самых классно одетых знаменитостей, и в том числе из-за своих таких, не то что даже театральных, а очень утрированных образов. И я жду предстоящий Мэтт Гала, потому что, мне кажется, он опять всех поразит, не только своим нарядом, но и своим выходом. Рене Зельвегер, по-моему, так правильно произносится ее фамилия. Она выглядит безупречно. Мне кажется, что у нее очень красивая фигура, что она такая, знаете, вся подтянутая, спортивная. Я до сих пор не могу привыкнуть к ее вот этой какой-то пластической операции, которая очень изменила ее лицо. И вот правда, не могу я к этому привыкнуть, но все модные критики оценили ее лаконичное и очень красивое по цвету платье. Опять же, довольно сдержанный бьюти-образ, нейтральный макияж, чуть-чуть присобранные волосы, но вот это все лаконично, красиво и свежо. Так что это я отрицать не могу, несмотря на то, что все равно вижу другого человека. Николь Кидман тоже у нас, соответственно, за категорию Голливуд. Она
Ну, практически никогда не экспериментирует, то есть я не помню, чтобы Николь выбирала какие-то сложные, экстравагантные наряды, ну вот как-то она держится все время в одной сфере, и в этом году не стала себе изменять. Красное платье на красную ковровую дорожку, силуэт, вот эти ее распущенные волосы, тоже уже практически визитная карточка, красная помада, потому что без красной помады, когда вообще она была на красной ковровой дорожке? Не суть. Мне кажется, что образ хороший, лаконичный, но не более, то есть, ну, просто Николь. А вот следующая девушка буквально всех поразила, потому что у меня весь директ реально просто завален ее фотографиями, потому что вы мне ее скидывали, сказали, блин, Алина, это реально самый лучший образ церемонии, и я, наверное, все-таки с вами соглашусь, потому что это очень красиво, это эффектно, это запоминается, и здесь идеально все от бьюти-образа. Мне очень нравится ее макияж, как он красиво подчеркивает ее глаза, и какое интересное платье. И, кстати, некоторые стилисты, подождите, я не сказала, что это Джой Кинг, извиняюсь, и очень многие стилисты сделали, знаете, такую категорию платья, в которых наиболее неудобно сидеть, и в этом году эту номинацию выиграла Джой Кинг. Да, конечно, номинация шуточная, но я могу сказать, что мне безумно нравится этот образ, абсолютно нетипичное, необычное платье, вот такие действительно хочется обсуждать и хочется смотреть, и мне очень нравится здесь слаженная работа, как я уже сказала, визажиста, стилиста по волосам и, собственно, человека, который ее одевал. Просто браво, действительно очень хороший и запоминающийся образ. Реально о нем говорят все. Ну, собственно, следующее платье от Зои Дейч, оно тоже не осталось незамеченным модными стилистами. Та же тенденция с макияжем и с укладкой, никаких сложных там конструкций на голове, все очень понятно. Опять же, украшения, которые нужно прорекламировать, и очень лаконичный и яркий фасон. Акцент здесь на рукава и, конечно же, на декольте. Мне платье нравится, однозначно включаю его тоже в свой личный список нарядов, потому что я, наверное, знаете, какая-то яркая сорока в том плане, что мне нравится, когда знаменитости выбирают желтый цвет, синий, то есть такие яркие, активные, откровенные цвета. И вот да, тут я, можно сказать, что купилась, но в целом, опять же, фасон очень хороший, он ей идет, это платье ее украшает, потому что, ну, всегда есть риск, когда делают чуть-чуть более нестандартные силуэты, не те платья, там, которые там Николь Кидман выбирает, что вот будет как-то диспропорционально. Нет, здесь все отлично, и мне реально очень нравится. Абсолютно не понимаю и понимаю одновременно наряд Дженнифер Лопес. Ну вот, честно, все плохо. Я не понимаю его в том плане, практически все модные стилисты включают Дженнифер Лопес во все рейтинги потрясающе одетых знаменитостей, но Джей Ло не всегда одевается идеально, и не всегда у нее идеальный макияж. И в частности, на этой красной ковровой дорожке я, ну, не то что разочарована, хотя нет, господи, я действительно разочарована работой ее визажистов, ее стилистов по волосам, ее стилиста, который ее просто одевал, потому что, знаете, все абсолютно из разных опер. Прическа, макияж и платье, они все из противоположных сфер. Если, допустим, мы принимаем это платье, да, ну хотя бы такое, знаете, необычное, и кто-то там говорил, что оно как будто бы из шторы скатерти сшито, и опять же намек на новогодний подарок, который уже, собственно, не актуален. Вот допустим, платье всем нравится, но укладка и макияж, они абсолютно ему не подходят. Я не понимаю, что происходит с макияжем Дженнифер Лопес в последнее время, потому что его стали делать очень плохо. Если раньше ее макияж хотелось рассматривать, то с каждым разом все выглядит очень плохо. И именно, как, знаете, устаревший макияж, вот, ну, вот в 2007, наверное, было модно так краситься, и непонятно, к чему эта укладка, которая тоже не вяжется с платьем. Наверное, для того, чтобы обсуждали, но в целом я очень расстроена, и в мой личный рейтинг Джей Ло бы не вошла. Хотя, опять же, она мне нравится. Ну, хотя вот дальше идет Тейлор Свифт. Она тоже в рейтинге все время самых стильно одетых знаменитостей. И, опять же, я понимаю, что это все не объективно, и что там вот в эти рейтинги не всегда по нарядам выбирают все-таки звезд. Она выбрала, да, необычное платье. Да, это такое вот красивое в стиле красной ковровой дорожки платье, в котором активный цветочный принт. Но он так простит Тейлор. Ну, то есть именно этот принт, он ее портит, он ее просто простит. Простите за тавтологию. Как много слова просто. И вот действительно, если бы это было что-то однотонное, либо в другой цветовой гамме и никаких цветов,
было бы намного лучше. А вот Лора Дерн, мне кажется, в этом рейтинге заслуженно, потому что ее наряд мне реально очень нравится. Мне нравится здесь сочетание и укладки, и макияжа, и самого платья. Просто браво, его хочется рассматривать, оно ей абсолютно идет, и настолько органично она смотрится в этом образе, что вот просто вау. Не моя самая любимая актриса, я сейчас полностью объективна, и поэтому восхищаюсь искренне тем, как поработали здесь стилисты и насколько красивый же наряд. Ну вот просто потрясающе красиво. Риз Уизерспун тоже есть в этом рейтинге, и опять смотрите, эта тенденция на укладки, видите, что их много очень похожих. Здесь сделали ей акцент на глаза, для того, чтобы их подчеркнуть. Но вот платье классического силуэта, захотели добавить немножко чего-то необычного на верхнюю часть, ну вот просто платье в стиле красной ковровой дорожки, не самый лучший выход Риз, потому что, ну вот почему-то мне кажется, что белый вот с этим образом, ну вот как-то вот чуть-чуть бы поинтенсивнее цвет был, например, какой-то яркий, насыщенный, было бы интереснее, а так, ну вот с белым она как будто бы чуть-чуть меркнет. Абсолютно не понимаю, как в этом рейтинге оказалась Кирстен Данст. Просто, ну, я не понимаю ни решения по макияжу, по прическе и платье, которое портит пропорции, которое смотрится, опять же, на ней неорганично. Я вот просто не понимаю, как можно этот наряд включить в разряд самых красивых на этой церемонии, когда были те наряды, которые я показывала вам ранее, ну вот как их можно ставить в один ряд, мне вот просто абсолютно не нравится. Называйте это вкусовщиной, но здесь некрасивый верх, потому что он не идет по типу фигуры Кирстен. Вот это удлиненное тело по силуэту, эти рюшечки, которые, ну вот, тоже не вяжутся ни с ее макияжем, ни с ее укладкой. Мне кажется, что ей самой было как-то даже неудобно в этом наряде. Не знаю, почему у меня такое впечатление, но когда они проходились по красной ковровой дорожке, мне, во всяком случае, так показалось. Очень многие, кстати, назвали главным разочарованием вечера образ Марго Робби. И это удивительно, потому что вторая половина людей назвали этот образ просто amazing. То есть, опять, такая тенденция, что стилисты сами не знают, что классно, а что нет. И Марго Робби, как обычно, в Шанель. Мы с вами это уже обсуждали в отдельном видео про Марго Робби. Ссылочку оставлю в описании. Я там рассказывала про ее самые яркие выходы и тенденции вообще в ее гардеробе. И я не могу сказать, что это какой-то провальный образ, но действительно от Марго на таких крупных церемониях ожидаешь чего-то большего, потому что она, по-моему, номинирована вообще была за 2 фильма. За фильм «Однажды в Голливуде» и за фильм, который еще, по-моему, у нас не вышел, называется «Бомбшелл». Я, не то чтобы разочарована, мне, наверное, здесь наряд. Окей, нравится. Мне не нравится решение, которое выбрал стилист по волосам, потому что, выглядит так, как будто бы не закончено, как будто бы с ними ничего не делали. И это очень грустно, потому что можно было бы сделать образ еще лучше, еще красивее, а из-за укладки, о чем мы с вами говорили в других видео, можно попрощаться с самым-самым красивым образом, и очень обидно. Честно, Марго бы, вот даже если бы она просто собрала хвостик, было бы гораздо лучше. Вот здесь очень-очень грустно. Хотя макияж вроде нормальный, но вот укладка все испортила. Наряд Дакоты Фэннинг я тоже не могу отнести к разряду самых лучших на этой церемонии, потому что, она просто ответственна. Вы знаете, есть всегда на красной ковровой дорожке девушка, которая ответственна за зефирные платья, и дальше я, если не забуду, покажу вам этот наряд. Но здесь этот наряд просто устаревший, он некрасивый, и вы меня там ругаете, что я говорю, что как будто бы выпускница, и это выглядит как будто бы выпускница вот времен царской России. Я не знаю, потому что это выглядит, как будто бы она снимается в каком-то фильме, но никак не на современной церемонии. Я понимаю, что хотели создать ей такой нежный, мягкий, воздушный образ, но вот не получилось. Опять же, здесь, возможно, виновата укладка, которая не подходит под этот наряд. Я рада тенденции, что сейчас, как уже говорила раньше, отходят от сложных конструкций, но в данном случае это сыграло не на руку. То есть просто даже собрать волосы было бы гораздо интереснее. И далее у нас София Вергара. По-моему, это Дольче Габбана, и София Вергара сама себе не изменяет. Я как раз сейчас пересматриваю сериал «Американская семейка». Она мне очень нравится, я в восторге от этой актрисы. У нее очень красивое лицо, очень красивая фигура, волосы, она мне реально нравится. И наряд от Дольче Габбана, органично она в этих образах смотрится, понимаете? Если бы София надела что-то не по фигуре, не наряд, который подчеркивает ее вот эти песочные часы,
я бы очень удивилась, потому что, ну, это тоже ее визитная карточка, она никогда не носит, мне кажется, вещи оверсайз даже в повседневной жизни, она все время на каблуках, такая, знаете, ну, вот стереотипная, можно даже сказать, латиноамериканская знаменитость, во всяком случае, на Западе, когда читаешь какие-то статьи, вот, ну, примерно так, как и говорят, я не вижу в этом ничего плохого, вот такой вот образ роскошной латиноамериканки. И, кстати, вот эта категория, о которой я говорила ранее, ответственная за зефирку, в этом году была София Карсон, потому что, ну, всегда на любой церемонии, что на Западе, что в России, есть девушка, которая выбирает такой наряд, и вот на этой премии это была София Карсон, она ответственна за зефирку. Прекрасно, здесь все удалось, потому что, поверьте, зефирку тоже можно очень так испортить. Здесь правильная укладка, хороший макияж и, конечно, минимум украшений, весь акцент на платье. Мне вот эта зефирочка мне нравится. Еще в этом рейтинге есть Йена Миллер в наряде от Gucci, и не совсем, опять же, я его поняла, потому что, ну, многие стилисты даже сказали, что выглядит наряд незаконченным. То есть, с одной стороны, вверх как будто бы от купальника, будто она вот буквально вышла из бассейна, попивая коктейль, и сверху просто обвязалась тканью. Это не выглядит как органичный такой люкс-наряд, но вот почему-то модные критики его включили в подборку самых лучших. Еще при всей моей любви к Сальме Хайек и к латиноамериканским женщинам, как этот ее образ включили в разряд самых стильных, самых красивых на красной ковровой дорожке, если это такое ощущение, что это просто два разных наряда. Верх от одного образа, а низ от другого. И это не именно контраст какой-то, это реально просто вот Франкенштейн. Сняли верх от одного, низ от другого. Мне это абсолютно не нравится. Понятное дело, что в таком образе всем все равно, что на ней надето, потому что ты смотришь четко в одну точку, какого бы пола ты не был, ты не можешь воспринимать весь образ, но вот можно же было выбрать что-то хотя бы в стиле Софии Вергары, потому что, ну, боже мой, Сальма Хайек, она тоже любит такой образ, и здесь вот она тоже явно хотела что-то по фигуре, но наряд абсолютно неудачный, и потому что вот для чего это было выбрано? Это и юбка от Gucci, и зачем этот топ? Вот для чего? Просто объясните мне. А еще на каждой церемонии у меня есть, можно сказать, моя такая любимая парочка. И в этом году это был Джейсон Момоа и его жена Лиза Боне. Это, кстати, мама Зои Кравиц. Вообще, да, вот видно, да, что люди родственники, потому что они очень, мне кажется, похожи. И вот просто потрясающе выглядит эта пара. Вот реально хочется смотреть, хочется ими любоваться. Такой стилисты назвали это бохо-пара в таком стиле, потому что Лиза мне действительно напоминает какую-то лесную нимфу. Она выглядит как такая фея, которой чужды все эти премии. Ну вот она пришла вместе со своим мужем Джейсоном. И очень забавно, что вот он в пиджаке, он в брюках. И когда была, собственно, сама церемония и снимались моменты, как люди выходили за своими статуэтками, Джейсон снял пиджак, и как вот человек, которому тоже, наверное, все это чуждо, он просто сидел в майке. В черной, майке человек нательный сидел на премии «Золотой глобус». Вот это я понимаю, подход к делу, это хорошо. Зачем этот вельветовый пиджак от Том Форд? Нет, жарко, не нужно, посижу в майке. Это наш человек. И мне кажется, что видео уже получилось очень длинным, нужно быстрее его смонтировать и выпустить, чтобы вы побыстрее смогли посмотреть на наряды, послушать мое какое-то мнение стилистов, согласиться с ним или нет. И я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить ему большой палец вверх. Если не понравилось, смело лепите дизлайк, потому что важна любая ваша реакция, вот правда. И пишите в комментариях, про кого бы снять следующий ролик, про какую знаменитость, чей стиль вы бы хотели, чтобы мы с вами обсудили. И подписывайтесь на мой инстаграм, мне там много всего интересного, всякие моменты из моей жизни, что-то там интересное стараюсь вам рассказывать. Ну, в общем, буду рада видеть вас во всех своих социальных сетях. Ну, а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! А вот скажите, вот кто-нибудь заметил, что у меня сегодня другой макияж? Я решила поэкспериментировать и добавить немножко акцента. Вот решила вспомнить свой 8 класс, когда я любила черный карандаш Каял и просто ходила с ним 24/7. Вот честно, обожала выглядеть как панда. Мне казалось, что это дико красиво, модно, стильно. И вот очень-очень много лет я к Каялу практически не прикасалась.